Это кадры из подмосковного Жуковского. Там в жилом доме прогремел взрыв. Сразу несколько аварий с суперджетами. В Калуге после атаки дрона горит МПЗ. Всем привет, это новости «Воздух» на Хатарковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я расскажу о главных событиях к этому часу. Самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту турецкой Анталии. Это произошло сразу после посадки самолета. На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех успели эвакуировать, обошлось без пострадавших. Огонь оперативно потушили местные экстренные службы. Очевидцы рассказали, что почувствовали жесткий удар при посадке, а затем начался пожар. Один из собеседников телеграм-канала «Мэш» заявил, что перед возгоранием видел разлив топлива. По данным турецкого издания «Аэропорт Хабер», у самолета загорелся двигатель. Российская пропаганда предпочла о таких деталях умолчать и просто назвала происшедшее жесткой посадкой. В авиакомпании «Азимут» уточнили, что грубая посадка произошла после сдвига ветра. Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным «Коммерсанта», следствие рассматривает в качестве одной из причин произошедшего ошибку пилота. «Известия» сообщили, что пассажиры готовят коллективный иск к «Азимуту». Они утверждают, что надышались угарным газом и не получили от авиаперевозчика необходимой поддержки. Вот мы, пассажиры рейса 5051, Азимут, Сочи. На данный момент мы пишем иск на компанию Азимут за то происходящее, что с нами случилось. Накануне утром 24 ноября еще один суперджет «Азимута» совершил аварийную посадку в Красноярске. Самолет летел из Минеральных вод и вынужден был сесть из-за неисправной гидравлики. По данным телеграм-канала «База», никто не пострадал, возгорания не произошло. Телеграм-канал «Шот» отмечает, что за последние 1,5 года самолет, загоревшийся в Анталии, 5 раз экстренно прерывал полет. Это происходило из-за неисправной электроники, некорректной работы двигателя и отказа генератора. И еще одна авиакатастрофа произошла утром 25 ноября в окрестностях литовского Вильнюса. Там, недалеко от аэропорта, во дворе двухэтажного жилого дома упал самолет DHL. На борту находились 2 пилота и 2 сотрудника компании. По данным Делфи, 1 человек погиб, еще 2 доставлены в больницу. На земле пострадавших нет. Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас сообщил, что власти объявят в районе падения самолета экстремальную ситуацию. Аэропорт Вильнюса продолжает работу, но вылет рейсов задерживается. Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета связано с техническими вопросами. Однако портал ЛРТ сообщил, что литовская полиция рассматривает различные версии крушения самолета, в том числе и теракт. Действительно, ранее на складах DHL в Германии, Польше и Великобритании взрывались посылки. Тогда спецслужбы сообщали о том, что Россия готовит диверсии. Взрыв прогремел в жилом доме в подмосковном Жуковском. По данным телеграм-канала «Шот», в доме на улице Осипенко горит квартира на 12 этаже. Также повреждены жилища на 13 и 14 этажах. На месте пожара работают экстренные службы. Недалеко от горящего дома находится школа. Информация о причинах возгорания и пострадавших пока уточняется. Дроны ВСУ атаковали нефтебазу и завод в Калуге. Загорелись резервуар на нефтеперерабатывающем заводе и приборостроительное предприятие «Тайфун». Атаку подтвердило Главное управление разведки Украины, пишет издание «Суспильне». По утверждению ведомства, МПЗ «Калуга-нефтепродукт» был целью операции. Местные власти утверждают, что на окраине города за ночь сбили 8 беспилотников, а пожар на заводе вызвали упавшие обломки одного из них. Губернатор области Владимир Шапша заявил, что никто не пострадал, возгорание потушили. Всего, по утверждению Минобороны, за ночь ПВО уничтожило 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями. Провоенные и украинские телеграм-каналы отдельно отмечают атаку на Курск. По неподтвержденным официально данным, произошла атака ракетами «Атакамс» по Курску. Ее якобы провели в 2 этапа. Также в городе видели беспилотники. Погибших нет.
Российские военные бьют по гражданской инфраструктуре. Один из сегодняшних ударов пришелся по Киевскому району Харькова. Это центр города. На месте прилета начался пожар. Пострадали минимум 15 человек, рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, российские военные обстреляли город из зенитно-ракетного комплекса С-400. А это Одесса. По словам представителя общественного совета при Одесской областной администрации Сергея Братчука, по городу запустили баллистическую ракету «Искандер-М». Повреждено общежитие, а пострадавших подробностей нет. В Запорожье ночью атаковали дроны, повреждены несколько частных домов. По информации областной военной администрации, ранен 13-летний подросток. Врачи оказали ему помощь на месте. Обломки российской ракеты «Орешник» показали западным журналистам в Украине. Этим оружием российские военные ударили по заводу «Южмаш» в Днепре. Фото обломков опубликовали агентства Associated Press и Reuters. Сейчас идет экспертиза элементов ракеты. Что касается удара по заводу «Южмаш», в сети появились спутниковые снимки, которые не показали видимых повреждений объектов, несмотря на угрозы Путина. Прокремлевские СМИ утверждали, что завод разрушен полностью. Россия завербовала сотни жителей Йемена на войну, пишет издание Financial Times. По его данным, вербовка йеменцев идет с лета этого года обманом и угрозами через фирму, связанную с хуситами. Гражданам Йемена официально предлагают работу охранниками или на производстве дронов с высокой зарплатой и обещанием российского гражданства. Однако по прибытии в Россию их принуждают подписывать контракты с Минобороны и увозят на фронт. Подписывать контракт по-прежнему заставляют и срочников. Челябинское издание 74.ru пишет, что не успевает обрабатывать все жалобы на принуждение срочников к контракту. Так их много. В регионе к журналистам только за последние дни обратились 14 семей. Все рассказали, что принуждать к подписанию контракта срочников начинают уже на пунктах сбора до приезда в часть. Тем, кто не хочет на фронт, предлагают согласиться на отправку в приграничный регион, где срочники гибнут и попадают в плен. А пока рядовых россиян и иностранцев массово увозят на фронт, на свои рабочие места возвращаются чиновники, которые тоже якобы собирались отдать долг родине. Белгородский телеграм-канал «Пепел» рассказал о возвращении на работу замгубернатора области Рустема Зайнуллина. Он провел в отряде «Барс-Белгород» всего 1,5 месяца, получил благодарственную грамоту и снова занимает кабинет. До этого на работу вернулись главы администрации 2 районов после короткой службы в этом же отряде. В Ленобласти рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали минимум 14 человек, все они в больницах. Одна женщина, по данным Фонтанки, поступила к врачам в крайне тяжелом состоянии. Возможно, ей ампутируют ногу. Авария произошла в поселке Новоселье Ломоносовского района. Пассажирский автобус въехал в припаркованную фуру. В Дагестане на бездомного мужчину завели уголовное дело за надругательство над местами захоронения. Об этом сообщили в администрации Дербента. Накануне телеграм-канал Мэш опубликовал видео, на котором мужчина, как выяснилось, это 62-летний Уружбек Магомедов, греется над вечным огнем. Мужчине может грозить штраф, обязательные работы и арест на срок до 3 месяцев. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь, помогайте нам распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы дублируем все выпуски, в том числе для удобства в аудиоформате. И главное, берегите себя. Пока-пока.